Добро пожаловать на канал. Это моя авторская история. Сегодня вы услышите о женщине, которая после страшной аварии снова смогла ходить благодаря необычному механику и своей силе воли. Приятного просмотра. Лиам сидел на старом металлическом ящике в глубине своей мастерской в Детройте, вытирая руки тряпкой, пропитанной машинным маслом. Запах железа, смазки и пыли был ему привычнее любого аромата. За воротами стояла женщина в инвалидной коляске, окруженная черными лимузинами и напряженной тишиной. Ее звали Ханна Риверс, предпринимательница, чья репутация охватывала всю страну. Она начинала с нуля и к 30 годам владела строительной компанией, инвестиционным фондом и редкой коллекцией автомобилей. 10 лет назад авария изменила ее жизнь. Дождливая трасса, внезапная потеря контроля, вспышка фар, и Ханна осталась парализованной. Лучшие клиники, лучшие врачи, новейшие технологии, но диагноз был категоричен – ходить она больше не сможет. Мастерская Лиама была случайным выбором. Один из ее ретро-автомобилей сломался по дороге из загородного дома, и водитель настоял на ближайшем сервисе. Ханна наблюдала за механиком с привычным равнодушием. Он был худой, высокий, с проницательными серыми глазами и работал спокойно, без суеты и поклона перед ее статусом. Когда Лиам тихо сказал, что попытается вернуть ей возможность ходить, Ханна сначала усмехнулась, потом смех оборвался. Она не верила ни в врачей, ни в обещания. Но в его голосе была странная уверенность, не жалость, не пафос, только спокойная решимость. Со временем Ханна начала возвращаться сюда чаще. Лиам показывал ей свою небольшую лабораторию, экзоскелеты, провода, металлические конструкции. Он объяснил, что путь будет долгим, болезненным и рискованным. Она согласилась, привыкшая рисковать. Первые недели были адом. Тренировки, импульсы, попытки заставить мышцы вспомнить то, что они забыли. Она кричала, плакала, хотела бросить, но Лиам оставался спокойным, лишь повторяя, что решение за ней. Прошли месяцы. Маленькие успехи сменялись откатами, но однажды утром Ханна почувствовала слабое движение в пальцах ног. Это было начало. Первый шаг, поддерживаемый руками, заставил ее тело дрожать, а сердце замереть. История стала известна позже. Журналы писали о чуде в Детройте и самоучке-инженере. Ханна инвестировала в его разработки, открыла центр реабилитации для тех, кому отказали другие. Но важнее всего для нее самой было то, что она снова смогла стоять и идти. И в ее смехе больше не было злости, только удивление и благодарность. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, эта история вдохновила вас верить в себя и никогда не сдаваться. До скорой встречи!